Коллеги, добрый день. Мы завершаем визит в Доху. Состоялись встречи с эмиром государства Катар, с премьер-министром, он же министр иностранных дел. Подробно обсудили состояние наших двусторонних отношений, подчеркнули их продвинутый характер, опирающийся на регулярные контакты двух лидеров, президента и эмира, и воплощенный в целом ряде совместных проектов, как в сфере инвестиций. Катарское инвестиционное агентство тесно сотрудничает с Российским фондом прямых инвестиций. В сфере торговли, там объемы пока еще не очень впечатляющие, но договорились в начале следующего года провести в Катаре межправительственную комиссию, очередное заседание, которое должно состояться здесь. И, безусловно, наше совместное сотрудничество в сфере энергетики, прежде всего в рамках форума стран-экспортеров газа, является весьма и весьма плодотворным, и это тоже было подтверждено в качестве одного из магистральных направлений наших дальнейших совместных планов. Культурное взаимодействие. Совсем недавно, в ноябре, в Дохе состоялся турнир художественной гимнастики «Небесная грация». Планируется участие наших катарских друзей в организации целого ряда мероприятий в будущем году в России, в том числе международный конкурс песни «Интервидение». Безусловно, говорили мы и о делах региона, Палестина, Газа, Сирия, конечно же, где ситуация в последние дни резко обострилась в результате явно давно готовившегося агрессивного наступления на позиции правительственных сил со стороны Хият Тахрир аш-Шам, организации, которая была давно уже определена Советом Безопасности как террористическая, и к ней присоединились еще некоторые разрозненные оппозиционные группировки. Наша общая позиция: необходимо срочно остановить боевые действия и добиваться выполнения резолюции 2254 Совета Безопасности, который требует, во-первых, уважения суверенитета, территориальной целостности и единства Сирийской Арабской Республики, который требует налаживания прямого диалога между правительством и различными оппозиционными платформами, включая так называемую московскую платформу. И вот об этом мы с нашими катарскими друзьями условились. Именно эта тема была в основе состоявшейся также здесь, в Дохе, трехсторонней встречи стран-участниц астанинского формата, министров иностранных дел России, Ирана и Турции. Мы очень четко подтвердили свою приверженность упомянутой резолюции, прежде всего в контексте сохранения единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, и в том, что касается необходимости налаживания политического диалога. Конечно, все это станет возможным только если будет остановлена нынешняя ситуация с продвижением оппозиционных сил, и в том числе Хият Тахрир аш-Шам по сирийской земле, захватывая территории. На этом заседании, о котором я сказал, заседание Астанинской тройки, на него также был приглашен, на вторую его часть был приглашен специальный посланник генерального секретаря ООН господин Педерсон, который в целом разделяет наши озабоченности и также считает важным предпринять какие-то шаги, задействуя, наверное, влиятельных внешних игроков, которые могут оказать воздействие на ситуацию на земле для того, чтобы остановить нынешние боевые действия и приступить возобновить переговоры между сирийскими сторонами, между правительствами и оппозиционерами. Дело непростое, учитывая, что, по нашим данным, наступление Хият Тахрир аш-Шам из Идлибской зоны в другие районы, захват уже города Хама и подступы к городу Хомсу. Все это было тщательно и задолго спланировано
и является собой, конечно же, попытку изменить ситуацию на земле, изменить расклад сил. Мы будем этому всячески противодействовать, будем поддерживать законные сирийские власти и в то же время, конечно же, будем активно продвигать необходимость возобновления диалога с оппозицией, как того и требует резолюция 2254. Об этом сюжете также подробно говорилось в ходе моего выступления на Дахийском политологическом форуме, помимо сирийской темы, которая заняла основное время дискуссии интерактивного характера, также шла речь о ситуации в секторе Газа, в целом на палестинских территориях, и о положении дел в украинском кризисе. На это все я изложил нашу известную позицию. Вот такой отчет мой. Давайте вопросы. Господин министр, только что вы упомянули о том, что результат готов. Турция готова взять на себя ответственность, уговаривать Ришам возвращаться в зону влияния Турции конкретно. И насколько реально, что вы начинаете прямые переговоры между оппозицией и сирийское правительство для выполнения 22-й. Ну, насколько готовы они к переговорам, это проявится очень скоро, потому что такой призыв мы адресовали и будем работать и с правительством, и с оппозиционерами. Есть московская группа оппозиции, которая с нами регулярно работает. Мы в контакте и с теми оппозиционерами, которые в других столицах базируются, в Эр-Рияде, и в Стамбуле. Так что сейчас, учитывая, что и Иран, и Турция, и Россия договорились о том, чтобы как-то содействовать прекращению боевых действий, мы будем предпринимать шаги уже на земле и будем предпринимать шаги с оппозиционерами в том, что касается возобновления переговоров. Насчет Идлибской зоны деэскалации мы говорили о том, что на этот счет есть в астанинском формате разработанные обязательства не допускать усиления Хият Тахрир аш-Шам и дистанцировать, так сказать, нетеррористическую оппозицию от этой группировки, от Хият Тахрир аш-Шам, бывшей Джабхат ан-Нусра. Это сегодня прозвучало, и задача остается актуальной. Сергей Викторович, лидер вооруженной сирийской оппозиции Аль-Джулани, в интервью с замечательным американским журналистом заявил, что в случае победы будет добиваться вывода иностранных войск с территории Сирии. Есть ли у России запасной план в отношении с Арабской Республикой и обсуждались ли сегодня в духе альтернативные варианты развития событий? Ну, я не видел все интервью, не слышал и не читал. Я только знаю, что ему, господину Джулани, предоставили площадку CNN. Это, в общем-то, канал, который известен тем, что он близок к администрации Джо Байдена. А администрация Джо Байдена совсем недавно, когда вот эти события начались, по определенным каналам нам сообщила, что они по-прежнему считают Хият Тахрир аш-Шам террористической организацией. И не только потому, что она находится в террористическом списке ООН, а еще и потому, что она, ХТШ, находится в террористическом списке Соединенных Штатов. Ну и, конечно, вызывает вопросы, как минимум, мягко сказать, появление руководителя этой организации на экранах на телевизоров на канале CNN. Относительно того, какова будет судьба иностранных войск, мы исходим из фактов, а факты таковы, что есть иностранные войска, которых туда никто не приглашал, это в частности войска Соединенных Штатов, а есть подразделения, которые там находятся по приглашению законного правительства, и законность этого правительства никто не отменял. Вот будем из этого исходить, но сейчас на данном этапе главная задача остановить боестолкновение. Максим, приходит известия. Вследствие расследования в Сирии мир может столкнуться с новой волной беженцев. ООН оценивает их число в 1,5 миллиона человек. Как вы оцениваете последствия и стоит ли Европе готовиться к очередному миграционному кризису? Знаете, я не могу гадать. Это вещь непредсказуемая, когда разрушали государство под названием Ливия. Никто же не заботился о последствиях. Просто коалиция стран НАТО при таком подстрекательстве администрации Барака Обамы разбомбила страну, превратила ее в черную дыру, сквозь которую вниз
на африканский континент потекли потоки бандитов и террористов, которые до сих пор там во многом портят жизнь многим странам, а наверх, на север, через эту черную дыру потекли потоки беженцев, которые, в общем-то, не очень хорошо себя чувствуют в Европе, поскольку в последнее время их не вполне легитимные занятия стали пресекать. Ну, проблема не в нас, проблема в тех, кто развязывал войны в Ливии, в Ираке, кто вот сейчас довел Сирию, попытавшись ее тоже сделать страной со смененным режимом еще в 2011 году, сейчас довел Сирию до того состояния, в котором она находится, они о последствиях не задумываются. Беженцы за океан не бегут, как вы знаете. Поэтому пусть европейцы, а им, наверное, стоило бы об этой проблеме задуматься, пусть они используют свое влияние, хотя, может, его там уже и не осталось, на Вашингтон, объясняя американцам, что подобные игры очень плохо заканчиваются, причем плохо именно для европейцев. Анастасия Давидская, комиссар Сергей Викторович, Институт изучения войны допускает, что Россия может передислоцировать бойцов африканского корпуса в Сирию. Кто вам сказал? Аналитики Института изучения войны. Это вы читаете американские источники? Как вы можете прокомментировать и какие конкретные меры поддержки? Я комментировать не собираюсь. Наши воздушно-космические силы, которые базируются на базе в Хмеймим, в Сирии, помогают сирийской армии ликвидировать наступление террористов. Это было объявлено. Насчет того, что пишет Институт изучения войны, я не могу давать никаких комментариев. Они много чего писали, поэтому без комментариев. Сергей Викторович, сейчас Европейский Союз начал срочное расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы в Румынии. Там, по сути, прозападная кандидат не смогла выиграть в первом туре. Конституционный суд в итоге этот вообще первый тур отменил. Сейчас президент говорит, что он не покинет свой пост, пока не назначат новые выборы. На это может уйти несколько месяцев. В общем, фактически это далеко не первый раз, когда мы слышим обвинения в адрес России, что мы поддерживаем антизападных кандидатов. Когда это происходит, то получает ли Москва какие-то официальные ноты протеста и, самое главное, доказательную базу? И какая реакция? Знаете, нам глубоко все равно, чем они там занимаются, пытаясь оправдать свои махинации. Насколько я помню, если я следил за этой историей, она была, так сказать, активно освещена во многих СМИ, поначалу Конституционный суд отказался отменять результаты первого тура. А потом, видимо, этому Конституционному суду объяснили, что так вести себя неправильно. Они взяли под козырек и отменили первый тур. Точно так же, как в 2004 году, когда после второго тура на Украине побеждал Янукович, а не Ющенко, Конституционному суду сказали: давайте-ка потребуйте проведения третьего тура. Те ответили: а у нас в Конституции не положен третий тур. Неважно, вы принимаете решение. Это все та же манера, те же повадки. Если в Грузии, в Румынии побеждает человек, который не проклинает Россию, он же нигде никогда нас не хвалил, он просто нас не проклинает, в отличие от всей остальной публики, которая там суетится вокруг выборов и в стремлении занять какие-то политические посты. Когда в Молдавии с откровенными, грубейшими нарушениями, в том числе лишившими 500 000 молдаван, живущих в России, права голоса, еле-еле проходит кандидат, который устраивает Запад, госпожа Санду, там вообще ни о каких нарушениях никто не говорит, никаких пересмотров, никаких конституционных судов. В Грузии ОБСЕ, 500 человек наблюдателей, 2 месяца там находились перед выборами, все облазили, все обсмотрели, заявили публично: нет никаких существенных нарушений не было, все легитимно. И даже мнение ОБСЕ, которое просто является послушным инструментом наших западных коллег в ОБСЕ, даже оно не сгодилось, потому что не нравится нынешнее правительство, которое в Грузии сейчас было переизбрано, и которое проводит
курс, отражающий законные национальные интересы грузинского народа в соответствии с волей этого самого народа. Поэтому я уверен, что любому маломальски объективному наблюдателю все эти игры прекрасно понятны. Сергей Викторович, военные эксперты посчитали, что примерно дальность полета «Орешника» при размещении в Беларуси – это вся территория Европы и военные базы НАТО на Ближнем Востоке. А как вы считаете, насколько такая мера может быть эффективной для деэскалации конфликта? Это наши военные эксперты считали или западные? Наши. Наши? Но я уверен, что западные тоже считают.